Это их дело. Да. Все, мы в эфире, чтобы никому... Да, удивительно, ни одного зрителя пока нету до начала просмотра. А ну покажи, если нас кто-то смотрит, а ну-ка покажите свои руки. Напишите, что мы вас ждем, мы здесь. Ну ладно, если никто не хочет так смотреть, в записи посмотрим. О, Вы сейчас есть, увидите, как мы без вас вообще мы работаем. есть зрители. Здравствуйте, здравствуйте, все, кто нас смотрит. А нас уже смотрят, так что мы зря переживали, что Отлично. никого нет. Да. Сегодня пятница, 20 декабря, 21:00, а это значит, что мы с Сергеем Рачинским. И Висткар к вам всем пришел, постучался. Значит, ждите свежих вестей от Висткаря. Да, Да, да. здравствуйте, Сергей. Ну Добрый вечер. что, для разминки смотрели вчера 4 часа прямой линии с 4 Путиным? не смотрел, но нашел в "Ютубе" краткие эти greatest hits, так сказать, краткие выжимки из. Ну, знаете, что я хотел вам сказать? Что вот вчера я посмотрел на того Путина, который был вчера. Не знаю, может, у них там какой-то другой есть Путин еще, там, Да, или еще Владимир какой-то. там какой-нибудь. Да, потому что то, что был вчера, вот он опровергает вообще всю вашу идею о том, что Путин воюет за деньги. Да не за деньги он воюет, он просто ебнутый. Поэтому что, Вот я сейчас об этом хочу сказать, кстати. потому что он, Это тема нашего да, разговора. да, хорошо. Потому что Зеленский назвал его долбоебом, но он не Да, долбоеб, он просто ебанашка. Потому что до долбоеба он просто не дотягивает. Ну, отлично. это ж Я вообще, продолжу эту тему. это ж вообще ни о чем на самом деле. Это какой-то кошмар и ужас. Так что, ну давайте продолжайте, раз уж начали. Вернее, раз уж я Ну, начал, так да, значит, продолжайте. я постараюсь придерживаться того сценария, который я сам себе как бы разработал, пользуясь тем, что, как говорил мой дядя за столом, самозванцев нам не надо, поэтому начну я. Вот, значит, я, в принципе, относился к нашему сегодняшнему эфиру как к своего рода итоговому в этом году. Я думаю, что в следующую пятницу мы пропустим уже как бы предновогоднюю, а соберемся уже после января. Вот, поэтому логично было бы немножко сказать о том, что нам дал этот год, как бы. И, в общем, мне кажется, что было много интересного, и в частности, конечно, событие номер один – это Трамп. К нему привязано очень много всяких ожиданий, надежд, расчетов, значит, хитрых планов там и так далее. Вот, и вообще, как бы, строго говоря, Новый год надо было перенести на дату инаугурации, потому что все как бы смещается туда. То есть, уже начинают отсчет многих событий с момента инаугурации Трампа. Что само по себе говорит о том, что, в общем, от этого самого факта и от этой даты как бы уже будут отчитываться совершенно новые какие-то события. Мне лично этот год, понравился, такими вещами. Ну, во-первых, начала трещать по швам вот эта вот компания, значит, diversity, inclusion и equity. Вот это все эти заигрывания, значит, гендерные, какие-то там, значит, все это равенство высосано из пальца и все прочее, вот это все, оно начало потихоньку валиться. То есть недолго эта вся шарманка играла. Вот, тут тоже многие проводят параллель, значит, с Трампом, который однозначно выступает против. Но мне кажется, что многие бизнесы, они как бы попробовав это все, они быстро поняли, что, в общем, это путь в никуда, то есть это тупиковый маршрут. Мне понравилась также реакция некоторых британских изданий, где они откровенно начинают уже и в государство тыкать пальцем, так сказать, и показывать: кончайте там заниматься всей этой фигней, это все нам очень дорого стоит, то есть все эти ваши игры. Этот год также, безусловно, это финал, мне кажется, или, скажем так, начало конца вот этой климатической повестки. То есть вот этот саммит, который в этом году прошел, очередной в Азербайджане, этот вот, как он там назывался, в общем, по климатической этой всей проблематике, он показал, что народ сыт уже по горло этим всем, все прекрасно понимают, что никто не собирается выделять эти астрономические суммы,
их просто нет, то есть их негде взять. Бизнес тоже не собирается платить последнее, что у них есть. Значит, среди государств откровенный разнобой, потому что бедные начали уже очень откровенно просить денег. И, в общем, все это заканчивается на минорной ноте. То есть это все сползет в обычную бюрократическую такую рутину, которой народ будет заниматься в свое удовольствие без конца. Но вот этот алармизм, он уже явно притух. То есть если нам до недавнего времени говорили там чуть ли не вот, ну, следующий год все, капец, значит, все будем жариться на солнце, то теперь уже как-то к этому относятся более здраво. Единственное, конечно, не хватает вот именно что здоровой реакции. То есть э, тут надо дать просто возможность людям самостоятельно решать эти вопросы, а не навязывать им вот эти какие-то, значит, глобальные программы с помощью, значит, науки, которая это все дело обслуживает. Этот год также, безусловно, будет очень важным в истории развития электротранспорта. То есть мы пережили вот этот культовый, значит, культовое увлечение электромобилями. Вот, значит, все это тоже потихоньку начинает сходить на нет. То есть в этом году было очень много новостей, которые показывают, что спроса на электромобили практически нет. А если есть, то только на подержанные, которые разбирают на то, для того, чтобы аккумуляторы потом куда-то применить вот, в полезном применении. То есть большинство бизнесов прекрасно поняли, что перспективы использования электротранспорта пока никакой нет, потому что электромобиль везет в основном свои аккумуляторы, то есть 2 тонны, представьте себе, ну, моя легковушка 1,5 тонны весит, допустим, в среднем там, да, вот, и какой-то полезный груз берет. А электромобиль 2 тонны весит сам, и это его аккумуляторы. То есть он расходует всю свою мощность на то, чтобы вести самого себя. Это бессмысленно с деловой точки зрения. Я думаю, что Трамп тоже сделает здесь свои какие-то определенные шаги. Вот сейчас в Калифорнии разгорелось, на этой неделе разгорелся определенный уже скандал на эту тему, потому что Байден поддержал инициативы штата Калифорния, связанные с тем, чтобы, значит, запретить все-таки регистрацию новых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями с 30 года. Но уже стало ясно, что как только Трамп придет в кабинет, в Белый дом, он сразу это дело, скорее всего, отменит. То есть он отзовет вот это одобрение, которое из Вашингтона должно было поступить. Вот, это дело закончится, конечно, многочисленными судами, судя по всему, но это неизбежно. То есть этот процесс уже начался. Этот откат, он, так сказать, его уже не остановить. И многие компании сегодня пересматривают, автопроизводители, они пересматривают свои позиции, свои стратегии, потому что электромобиль, по сути, мне так видится, превратится в чисто китайское такое явление. То есть он там будет в основном присутствовать, производиться, а уже люди в Европе, в Америке, где-то по миру, они будут покупать электромобиль просто как забавную безделушку, которую можно купить, если у тебя есть уже нормальный автомобиль. Если коснуться немного политической сферы, то думаю, что этот год тоже дал определенный сигнал к тому, что можно назвать неким правым поворотом в европейской политике. То есть это, безусловно, название чисто, так сказать, политологическое. Людям либертарианских взглядов оно практически ничего не говорит, то есть этатизм остается этатизмом и никуда он не девается. Просто его будут подавать несколько под другим соусом. Но факт остается фактом. Вот это увлечение левизной, увлечение левой повесткой, увлечение, значит, всеми этими социалистическо-марксистскими разными идеями, идеологиями, оно в каком-то смысле идет на нет. То есть правые партии набирают силу, набирают голос. Сейчас в Европейском Союзе формируется, по сути, альтернативный центр такой влияния, который составляют вот так называемые правые партии. Вот. Разные бузатеры европейские, они собираются в такой кружок, значит, для того, чтобы, значит, морочить голову там Брюсселю.
Ну, посмотрим. То есть в любом случае это лучше, чем тупое единодушие, которое наблюдалось до недавнего времени. Вот. Хоть какая-то дискуссия, какие-то споры, какие-то разногласия, они всегда идут на пользу, потому что люди в таком случае видят лучше, насколько государство вредит, то есть насколько отравлена вся эта государственная этатистская среда. И вот что самое забавное, тут небезызвестный многострадальный Маск недавно заявил о том, что Германию может спасти только партия альтернативная, вот эта альтернатива для Германии, откровенные такие правые ребята. Вот, то есть он там вбросил буквально, ну, ливнул, так сказать, бензинчика вот в этот вот огонь, который там, значит, разгорается в связи с выборами, потому что явно вот эта левая вся публика, она, конечно, в Германии сильно провалилась. Европа будет долго еще отходить от этого всего. И главное, что эхо, вот эти волны, так сказать, от провала Германии, это экономического в первую очередь провала, они расходятся и касаются всех других стран. При этом еще не сказал своего последнего слова Макрон, у которого тоже все там разъезжается, как бы, и почва уходит из-под ног. Вот, то есть, другими словами, мы можем сказать, что подтверждаются вот те прогнозы, о которых мы в течение года регулярно вспоминали, что Европа, конечно, подошла вот к какому-то критическому моменту. Европейский Союз нуждается в серьезном пересмотре, в каких-то реформах, как ни банально звучит это все, значит. Но, тем не менее, в том виде, в котором он существовал, он дальше работать не сможет. И в этой связи, конечно, забавно выглядят все вот эти потуги украинской власти на то, чтобы давайте скорее присоединяться, вести переговоры и так далее. То есть все это закончится, конечно, ничем, потому что к моменту, когда эти переговоры наберут полный ход, Европа, конечно, переформатирует себя, и можно только гадать, во что это все выльется. А выльется это может, в принципе, в очень неожиданное решение. Потому что, ну, цена очень большая, то есть слишком серьезные проколы, слишком серьезные потери, нехватка денег, проблемы с безопасностью, значит, рухнула вот эта модель, многолетняя модель взаимодействия с Россией, когда русские продавали им, значит, условную угрозу, а европейцы за это платили, покупая их газ и нефть. Вот, то есть это все свалилось как пропасть. И как оно будет восстанавливаться, пока трудно себе представить. Вот, но Путин, безусловно, на этом настаивает. И вот тут я, в принципе, хочу сделать небольшую ремарку относительно вот этой его, так сказать, долбанутости. Дело в том, что долбанутость – это часть проекта. То есть Россия не может продать себя как враг, противник, военный противник. То есть это страна с мизерным ВВП, это страна с отсталой, безнадежно отсталой экономикой. Это страна, которая тотально зависит от европейских денег. То есть в этой ситуации Путину просто нельзя изобразить из себя СССР, ради которого вот, ну, и с ним это все было задумано. Вот эта модель, когда Европа держит Советский Союз в качестве потенциального противника, из которого направлены ракеты там и все такое, и там огромная армия, сплошные, значит, военные городки и все такое прочее. Вот, это все тогда выглядело более впечатляюще. И это можно, западные политики это могли продавать своему населению как угрозу, и поэтому имели какую-то свободу рук, значит, относительно того, что с этим всем делать. И прекрасно себя, в общем, в этой атмосфере чувствовали. Как мы уже не раз говорили, государство не может существовать без внешнего врага, потому что оно продает своему населению вот якобы вот эту защиту условную. Но эта защита именно условная, потому что государство ни от чего защитить не может и не способно. И врага оно, как правило, себе само придумывает. Так вот, эта модель, она перешла к Путину по наследству. И просто формально ее воспроизвести у Путина уже нет ресурсов, нет возможностей. Россия слишком жалкая страна третьего мира. Единственное, что у нее большая территория и очень много людей.
Но дело в том, что, кстати, это создает определенную, мне, например, совершенно непонятную вот эту тему вокруг России. Россия – империя. Ну, какая она империя? То есть это жалкая страна, ведущая, так сказать, совершенно убогий образ жизни, который причем все время становится все сложнее и сложнее его поддерживать, потому что ресурсы исчерпываются, конъюнктура становится все хуже и хуже, а никакой сдвигов никаких там нет. То есть все вот эти громогласные планы, которые у Путина были, там догнать, перегнать Португалию, значит, удвоить ВВП, там еще что-то, это все рухнуло и ушло в прошлое. Вот, то есть все, что происходит в России, это сейчас планомерное восстановление советской вот этой модели военизированной, значит, тотально военной экономики. Это позволяет создавать внешний вид чего-то такого, что может существовать самостоятельно. Но реально они без денег европейских ни шагу. Поэтому в этой ситуации у Путина есть только один способ продать вот этот свой, так сказать, свою роль, которая нужна Европе. Европе очень нужен враг европейской политики. Он может это сделать только если он выдает себя за сумасшедшего. То есть вот это работает. То есть тогда европеец говорит, ну смотрите, да, неважно, что там в России, как у них там, что у них денег нет и так далее. У них же просто псих, значит, при власти. Это страшнее любой тоталитарной системы, любого тоталитарного государства. То есть, допустим, тот же Асад, да, у него руки по локоть в крови, так сказать, он жуткий диктатор. Но он не псих, то есть его никто психом не называл, никто не называл его долбодятлом. То есть все говорили, да, вот кровавый диктатор Асад. У Путина этот номер не проходит, то есть эта модель не вписывается в российский контекст. Поэтому единственное, что ему остается, это делать вид, что он полностью оторван, так сказать, от реалий. И, кстати, все европейские политики, они так или иначе эту версию они поддерживают. Начиная с Ангелы Меркель, которая, помните, в свое время сказала по открытым текстам, что Путин живет в каком-то своем мире, типа оторван от этого всего. Там, он знал, что я боюсь собак, он на меня собаку тут выпустил, значит, и так далее. То есть это мелочи, но они накапливаются в одну такую целую, значит, систему. Вот. И мне кажется, что сейчас Путин будет педалировать. И вот этот орешник, и все это вот, он будет эту тему педалировать, потому что все остальные факторы, они угасают. Путин слабеет на глазах, Россия слабеет на глазах. Она превращается в старое советское корыто, которое никуда уже не едет. И поэтому последняя надежда, которая у него есть, это значит, что я типа, держите меня семеро, я псих, я могу, значит, нажать на кнопку. Жаль, мне, например, было жаль, что Зеленский вот это дело поддержал. То фактически он тоже сыграл в эту же игру путинскую. То есть он назвал его долбодятлом, значит, по типу, что, ну, смотрите, это же очевидно. То есть он, по сути, включился в эту же схему. Но я писал об этом еще в начале года, то есть даже в начале войны, когда пытался проанализировать причины этой войны. То есть сегодня у Путина вот эта роль его, она последняя, так сказать, роль перед полным, так сказать, занавесом. Вот дотянет он до занавеса, не дотянет в этом формате полупсиха, значит, полуидиота, или нет, посмотрим. Тут, как говорится, опять же, много будет зависеть от Трампа. Потому что Трамп, мне кажется, вот он как бы, у него более здоровое к Путину отношение. Он прекрасно понимает, в общем, многие нюансы, которые вслух не произносятся. И я очень надеюсь, что он построит какую-то более-менее здоровую, значит, тактику. Тем более, что он откровенно заявил уже о том, что вроде как бы у него есть основания считать, что и украинская власть, и российская власть уже, значит, готовы к переговорам. Вот. Ну и, честно говоря, вот из этого 4,5-часового шоу, значит, говорильного, значит, надо сказать, что очень много внимания уделяется какой-то всякой фигне, но не уделяют недостаточно, мне кажется, внимания самому важному. А самое важное, мне кажется, Путин там открытым текстом сказал, что он готов разговаривать с Трампом, и он готов вести переговоры вплоть до, так сказать, поиска какого-то там компромисса и так далее. То есть он это обставляет, безусловно, какими-то, значит, традиционными мантрами.
Вот. Но мне кажется, что там, как говорится, клиент созрел. То есть теперь все ждут инаугурации и, так сказать, дальнейших действий. В этой ситуации, конечно, но это вот если мы закончим вот эту, так сказать, часть вступительную, которая касается итогов года. То есть итоги года, вот мне кажется, выглядят примерно вот так. В связи с происходящим мне тоже, опять же, очень грустно наблюдать за тем, что происходит в Украине. То есть, что происходит в киевской власти, какие сигналы они подают, какие действия они предпринимают. Например, вот это вот совершенно удивительная новость о том, что у нас теперь есть лазерное оружие. Ну, я, как человек, читавший книгу «Гиперболоид» инженера Гарина, я не могу удержаться от сравнения с тем, что это, ну, это просто, как говорится, научная фантастика, но тут она в данном случае абсолютно не научная. То есть это вот этот какой-то, значит, странный уклон вот в это космическое фантастическое оружие, которое может нам помочь. Это звучит все очень грустно. Причем, что интересно, вот если трезво отнестись к этим новостям относительно этого фиктивного лазера, там 100 учительских указок связали в один пакет или что, как они его получили, там неизвестно. В связи с этим звучат странно тогда и все остальные заявления последнего времени, что мы там сделали крылатую ракету, которая летит на 700 километров и несет там сколько-то, 700 килограмм. Вот, что у нас там есть какие-то еще разработки, что у нас там с дронами буквально просто мы день за днем мы, значит, бьем рекорды по дроностроению. То есть как человек, работавший в свое время в советской индустрии вот этой военной, инженерной, я прекрасно знаю, как это работает. То есть эти традиции, они остались. То есть да, вы можете собрать 10 старых монтажников, золотые руки, так сказать, и они вам вырежут напильником что-то, что можно показать, и что будет выглядеть, как будто это вот что-то серьезное. Но в наше время значение имеет не разработка, не то, что сделан какой-то там образец, а массовое производство. И в Украине, как и в Советском Союзе, и в Украине, и в России, проблема именно в этом. Не в том, что люди могут что-то придумать. Они могут придумать. Но произвести это невозможно, потому что вы не можете получить молоко без коровы. То есть вам надо корову сначала завести. То есть вам надо рынок. Сначала нужен рынок. Сначала нужна нормальная, полноценная, многогранная экономика. И тогда она способна будет породить вот эти все вещи. То есть я краем уха где-то недавно слышал дискуссию о том, что у нас вроде нет до сих пор завода, который порох производит. То есть они говорят о каких-то, значит, фантастических этих. То есть, понятное дело, то есть если бы у нас был рынок оружия, то есть если бы у нас было право на самооборону, если бы у нас была оружейная промышленность, если бы мы делали пороха для мирного, так сказать, использования, то переформатировать такое производство под военное уже совсем другая задача, которая выглядит реально. Но у нас этого нет, то есть мы всегда жили за счет импорта, причем импорта самого примитивного, если я не ошибаюсь, хотя сам я к этой сфере довольно далек от нее. То есть, понимаете, вот эти разговоры о каких-то достижениях, они мне, как человеку моего возраста, они мне очень напоминают вот эти все сводки, значит, о выдающихся достижениях пятилетнего плана там и так далее, и так далее. То есть освоена, задута новая Домна, как говорил Жванецкий. Газета нам сообщает, газета «Правда». Правда, что построили новый мост? Правда, отвечает нам газета. То есть вот это выглядит у нас сейчас нашей практикой. И это очень грустно. То есть это скатывание вот в не просто пропаганду такую, а пропаганду безосновательно голую, абсолютно ничем не подтвержденную. Причем это все происходит на фоне таких проколов, как, например, вот этот провал с базами данных. То есть поступают какие-то противоречивые
сообщение. Сначала было сказано, что да, массированная хакерская атака, все уничтожено, типа нужно восстанавливать. Теперь вроде уже говорят, что нет, на самом деле там что-то вроде есть, надо только, значит, куда-то рубильник в нужную сторону повернуть. Но тут опять же множество аспектов, то есть государство и технологии, государство и IT – это вещи несовместимые. То есть, когда государство начинает заниматься базами данных или там этими реестрами и так далее, жди беды. То есть, причем, что такое безопасность этих реестров? Это же вопрос, ну, это функция денег. То есть, безопасность, чем больше вы тратите, тем безопаснее оно может быть. Да, делайте там многократные дублирования, там, я не знаю, резервирование и так далее, и у вас будет возможность что-то восстанавливать. Но с другой стороны, такие враги, которые очень сильно хотят залезть в эту систему, они в нее залезут. В нее нельзя, то есть вы не можете перекрыть ее наглухо. Это невозможно в принципе. Или это будет стоить столько, что в этом уже не будет никакого смысла. А если русские залезли в эту систему, то, следовательно, они знают не только фамилии, номера и там паспорта или там, я не знаю, кому какая квартира принадлежит, а и само устройство этой системы, то есть конфигурацию, архитектуру этой всех этих реестров. А изменить архитектуру нельзя. Это значит, что когда вы ее восстановите, то залезть в нее снова будет дело техники. То есть просто вопрос уже, так сказать, желания. То есть вот эта история, вообще сама эта история, она нам очень много говорит о том, что мы слишком надеемся и слишком свободно относимся к тому, что государство перенимает на себя несвойственные функции, связанные с развитием технологий. То есть государство должно держаться подальше от этого всего. Все эти вещи нельзя централизировать. То есть любая централизация данных в данном случае, это значит, мы готовим их для передачи врагу. То есть, ну, нет другого просто объяснения. То если вы собираете что-то в единый реестр или в какую-то одну систему реестров, то ждите, когда за ней придут. Придут те, кому она понадобится. Неважно, там, может, она им нафиг не нужна, они ее просто грохнут или там выложат куда-нибудь, я не знаю. Но неважно. Важно, что это все обнуляется, все эти усилия, все эти затраты, все эти, значит, зарплаты там и так далее. То есть сегодня вообще сфера информационных технологий, она должна быть распределенной по определению. Это все должно быть разнесено во множестве разных фрагментов, не связанных друг с другом. Пусть они работают по разным технологиям, пусть они работают по разным каким-то схемам и так далее. А что самое важное, что это нахрен не нужно государству. Государство не использует все это только как канал отмывания денег, как канал создания себе и приближенным к нему некого фронта работ, который абсолютно бесполезен. Это все никому не нужно, эти все реестры и так далее. То есть здесь давно можно было бы ограничиться простыми технологическими решениями, которые работают, проверены временем и которые гораздо безопаснее, потому что чиновник находится от них на безопасном расстоянии. И вот это все, оно как бы во время войны особенно обостряется, потому что когда вспомнишь, что русские получили доступ и к спискам людей, которые участвовали в АТО там, и ко всем военнослужащим, и к государственным служащим в тех населенных пунктах, в которых они оказывались. Все вот эти вот бумажки, так сказать, или там какие-то винчестеры, набитые вот этой всей информацией, они нафиг не нужны, они никогда ни для какой пользы не использовались. Но они становятся сразу опасны, как только возникает, значит, угроза какого-то нештатного события. Ну, вот что хочется сказать после всего этого, это что пора уже принять какое-то на этот счет решение. То есть люди, которые отвечают за развитие информационных технологий, они должны просто выступить с определенной инициативой. То есть где эти крупные представительства крупных компаний западных, я не знаю, в Украине,
То есть я понимаю, почему это все парализовано, потому что это все делается, опять же, под лозунгом европеизации. То есть переход в ЕС, а это значит бюрократия доминирует. Доминирует над здравым смыслом, над логикой, над всеми попытками сделать это все как-то по уму. Поэтому в этом смысле перспективы выглядят очень печально. И еще одна новость, которая касается непосредственно, вернее, даже не одна, касается Украины. Это вот недавнее появление заявления такого господина Кременя, который является омбудсменом, по-моему, языковым. Значит, он заявил о том, что в этом году начали проявляться признаки, значит, замедления украинизации. Вот. Просто они время от времени, они, ну, выкладывают, как говорится, все на чистом, так сказать, на голубом глазу, что называется. Сколько было сказано раз представителями власти о том, что никакой украинизации у нас нет. У нас все идет естественным путем, это все здоровые процессы, а про украинизацию говорят враги, значит, агенты Путина и так далее. Но вот господин Кремень говорит, сокращаются темпы украинизации. Что тут можно сказать? Я не исключаю вполне, что масштабы или, так сказать, темпы перехода украинцев от русского языка к украинскому сокращаются. И я не раз уже писал об этом. У этого есть объективные причины. Это никак не связано ни с деятельностью омбудсмена, ни с другими государственными структурами. Извините. Все дело в том, что украинская экономика при смерти. А если у вас экономика при смерти, то, соответственно, и масштабы, и темпы использования языка сокращаются. То есть у украинцев нет оснований для того, чтобы переходить на украинский язык, потому что переход на украинский язык не влечет за собой экономических преимуществ. То есть, да, этот процесс вполне естественный, потому что уходит русский. Русский уходит объективно. Он был когда-то языком экономических преимуществ. То есть можно было извлечь пользу из того, что вы пользуетесь русским языком. Когда-то в прошлом это работало. Но это уходит, потому что, как я уже говорил, Россия – это тоже отстающая, все более отстающая страна. С ней больше не связаны ни технологические прорывы, ни какие-то коммерческие, ни бизнесовые, никакие, то есть ни культурные даже. То есть, в принципе, русский язык не дает человеку каких-то серьезных преимуществ, которые он мог бы использовать в достижении своих целей. Русский в Украине во многом остался как традиционный язык общения с нашими родителями, так сказать, с людьми старшего поколения, и просто как традиционный язык общения, который был распространен на очень большой территории. То же самое происходит и с украинским. То есть украинский тоже был языком домашнего, так сказать, общения. То есть и бытового. И в этом смысле он прекрасно работал и, так сказать, обслуживал целый сегмент, так сказать, нашей жизни. Но он не пошел дальше, потому что некуда было идти. То есть вы, используя украинский язык, вы не могли достичь того, что вы хотели достичь. Что это означает? Это означает, что вам приходится переходить на некие третьи языки. То есть и мы прекрасно знаем, то есть сегодня английский язык является языком успеха для многих профессий. А если вы хотите быть на передовых рубежах, то это однозначно. То есть английский это однозначно. Даже посмотрите на вот этих все эти организации, связанные с финансированием Запада, а финансирование Запада идет по целому спектру видов деятельности в Украине. Все это связано с английским языком, потому что эти деньги имеют американское, европейское, там, британское происхождение. То есть вы неизбежно оказываетесь в англоязычной среде. Выехавшие сейчас украинцы связаны теперь со множеством других языков, где они именно овладевают ими для того, чтобы достичь чего-то в своей жизни, чего-то нового, чего-то большего.
Кто сегодня выигрывает от использования украинского языка? Кроме, повторяю, кроме чисто бытового общения. Ну, разве что только чиновники. Чиновники, может быть, какая-то прослойка, так сказать, культурной интеллигенции. Ну, у меня, например, вот я просто могу привести себя в пример. Я человек, который пользуется 4 языками в своей работе. То есть мое бытовое общение было всегда двуязычным. То есть я разговаривал с мамой по-русски, а с папой по-украински с детства. Так сложилось. Вот. И сегодня, как, ну, многие годы уже, как профессионал, я пользуюсь 4 языками. Я главным образом говорю по-русски. Я главным образом пишу по-украински. Я главным образом читаю по-английски и по-польски. Вот как все складывается. То есть это оптимальная модель, которая меня устраивает. Я извлекаю из нее максимальную пользу как профессионал. Вот где здесь, так сказать, нужно где-то что-то менять там или один язык заменять на другой? Нет, бессмысленно. Меня они все отлично устраивают. И это происходит со множеством людей сегодня. Поэтому рассматривать вот эту украинизацию как некий процесс того, что люди будут отказываться от русского языка и больше использовать украинский, для этого нет никаких оснований. Во-первых, нет смысла ни от чего отказываться. То есть связка русского языка с Путиным, там, с Россией, с войной и так далее, ну, это чисто политический трюк. Да, он работает, пропаганда, как говорится, работает, он работает эмоционально, мы все, в принципе, подвержены этому воздействию. То есть, ну, ненависть к русскому, всему русскому, она неистребима в Украине, и я не знаю, долго ли продлится этот процесс или нет. Слишком тяжелы раны. Но язык здесь абсолютно ни при чем, потому что язык – это инструмент. То есть вы пользуетесь, как советские люди пользовались немецким языком, несмотря на все, что было в истории, и получали от этого колоссальные преимущества. Я помню, когда, повторяю, я работал в сфере радиоэлектронных разработок, значит, для спецприменения, немецкий язык у нас был чуть ли не основным. Хотя я и не учил его в школе, но просто потребность была такая, что надо было использовать новинки, изучать новинки, которые выходили главным образом на немецком, потому что это доходило до нас проще, чем англоязычные источники. Они, как правило, отставали. Да и они были оторваны слишком в будущее, там мало что было понятно. А вот немецкие были ближе к жизни, так сказать, и это можно было как-то перенимать, копировать, там что-то использовать. Вот как это выглядит. То есть если сегодня посмотреть, то платформой русскоязычности в Украине является политика. То есть украинские политики говорят по-русски. Вот вся верхушка, так сказать, политического мира, она вся говорит по-русски. Потому что это как раз традиция из прошлого. Потому что это вся политика украинская, она из прошлого родом. Так сказать. Она пришла из коммунистической партии, из всего этого комсомольско-патриотического, значит, движения. И то, что они там перед камерами переходят на украинский язык, абсолютно ничего не означает, кроме одного, что это политический мир, он поражен вот этим вот, значит, ну, обманом, вот, фальсификацией. И что наиболее опасно, что украинскому языку грозит угроза превратиться вот в этот политический новояз. Это очень было бы печально, что украинский станет государственным в полном смысле этого слова. То есть кроме государства его никто не будет использовать. То есть вы можете достичь успеха, используя украинский язык, только будучи чиновником. Это, конечно, для языка очень печальная перспектива, и очень хотелось бы, чтобы она, так сказать, осталась в прошлом, со многими другими негативными вещами, которые мы тащим за собой, значит, вынужденно из советского прошлого. Еще, если говорить немного об экономическом состоянии, то, безусловно, я не могу не вспомнить о статье, которая вышла на этой неделе в журнале «Экономист». «Экономист» напечатал такую довольно пространную статью, в которой в заголовке сформулировано так:
Украина выигрывает экономическую войну против России. Но что самое интересное, если вы тщательно прочитаете текст самой статьи, и если вы более-менее представляете себе, что такое экономика и те реалии, которые сегодня в Украине, то текст на самом деле об обратном. Он говорит о том, что экономика в Украине практически гибнет. То есть дело все в том, что мы здесь в этой статье очень красноречиво проявляются вот эти два подхода к экономике. То есть некий государственный макроэкономический подход, а есть собачка, да, а есть, значит, подход экономистов, то есть подход науки экономической. И вот если мы находимся на базе экономической науки, то ситуация в Украине, безусловно, очень печальна. Она печальна и в России, как я уже говорил не раз. Но вот в этой статье демонстрируется именно вот этот официальный или даже официозный подход к экономике, которая на самом деле является просто набором неких агрегаторов, значит, цифр. Причем эти цифры высосаны из пальца в большинстве своем. То есть речь идет о том, что, например, в статье Центральный банк Украины прогнозирует увеличение ВВП на 4% в 2024 году и на 4,3% в 2025. Но это просто говорит о том, что ВВП – это показатель из фантазий, то есть из мира фантазий, из экономического фэнтези. Потому что в чем, собственно, фокус ВВП? ВВП позволяет нам объединить в один пакет вещи, которые совершенно противоположны по своему экономическому значению. То есть то, что делается на рынке, и то, что делает государство вне экономической деятельности, по сути. То есть из конфискованных денег. То есть, например, вот они в одной статье упоминают, что с одной стороны, значит, ВВП как бы будет расти, а с другой стороны они говорят, что вот, например, тот же самый, сейчас я посмотрю, Нафтогаз многие годы терпел колоссальные убытки. То есть в 2022 году, например, это было 79 миллиардов гривен. Это 2,5 миллиарда долларов почти. Убытков. И тем не менее ВВП у них, значит, будет увеличиваться. Потому что сейчас они по-другому считают. Они подняли цену там, значит, на что-то, на бензин, там, я не знаю, на газ, на электричество и так далее. То есть они просто занимаются манипуляцией отчетности. А потом эти манипуляции отчетностью выдают нам, значит, за прогресс, экономический прогресс. То есть теперь вот у нас оказывается, значит, в Нафтогаз у нас идет увеличение, значит, добычи газа и идет инвестиции в зеленую энергетику. Но государство, когда инвестирует куда-то, то оно просто тратит деньги, которые отняло у людей. То есть мы всегда должны понимать, за счет чего это делается. То есть то, что инвестирует государство, это то, что могли бы инвестировать люди, если бы у них не отняли их деньги, честно заработанные. А они могли бы инвестировать эти деньги гораздо эффективнее. И если бы они хотели, то и в зеленую энергетику бы инвестировали. Но совсем по-другому, безусловно, с более эффективными результатами, с лучшими результатами. Почему? Да потому что на рынке у вас есть обратная связь. То есть вы все время сталкиваетесь с системой обратной связи в виде системы цен. Там есть конкуренция, то есть там вы не можете просто тупо тратить деньги, как вот Нафтогаз тратил их миллиарды, и ничего, прекрасно себя чувствует, награждает себя орденами и начальство получает колоссальные зарплаты. Это все невозможно на рынке. Поэтому, когда нам рассказывают об экономических успехах, то мы должны понимать, что это просто как бы это потусторонняя реальность. То есть у нас нет людей, которые работают сейчас. У нас нет рабочей силы. Где мы будем брать тех людей, которые будут осваивать вот эти инвестиции, если они будут, и так далее, и так далее. То есть количество вакансий просто тупо иллюстрирует то, что людей не хватает. Значит, растет заработная плата. Это тоже государство пытается выдать за позитивный
фактор. Но с другой стороны, а что такое растущая зарплата при тормозящей экономике? Да просто падение покупательной способности денег. То есть все дорожает, инфляция, значит, государство печатает безостановочно деньги, то есть раздувает инфляцию до невозможных масштабов. Соответственно, растут цены. Соответственно, покупательная способность денег падает. Где здесь позитивный экономический эффект? Нету его, но государство может представить это все как позитивные сдвиги, типа растет доходы населения, растет жирность молока и так далее. То есть в этой статье признается, что в Украине невозможно финансировать долгосрочные капитальные вложения. Нет возможности, да, потому что у нас нет рынка инвестиций, у нас нет инвестиционного фондового рынка, у нас нет возможности концентрировать капитал, потому что государство сначала забирает у людей все, что они могут забрать, а потом тратит туда, куда считают нужным, для себя же, то есть отмывая эти деньги в интересах заинтересованных лиц. При этом мы знаем прекрасно из классических трудов экономистов, что у людей даже в этой ситуации на руках достаточно количества капитала, достаточное количество средств. То есть если бы рынок был свободным, если бы людей освободили, если бы государство сняло вот эту удавку, так сказать, с нашей шеи, то люди бы смогли просто из собственных ресурсов, из собственных каких-то, значит, запасов на черный день профинансировать достаточно крупные экономические проекты. Нет в этом ничего, так сказать, удивительного. Для экономиста здесь нет проблемы. То есть здесь видно, что это невозможно сделать, потому что государство препятствует этим вещам, а не потому, что у нас не хватает инвестиций, там не хватает того, не хватает всего. Ну и, конечно, как бы тут, значит, цветочком на этом всем выглядит концовка статьи, где речь идет о том, что правительство тратит в Украине гораздо больше денег, чем у него есть. Ну, позвольте, где здесь позитивный экономический смысл? То есть государство лезет в долги и загоняет туда все население Украины. Потому что мы же прекрасно знаем, что долги и кредиты берут одни, а отдавать приходится за счет других. Мы даже не знаем этого, у нас просто отнимают деньги по умолчанию и отдают потом эти кредиты, так сказать, без всякого участия заинтересованных лиц в виде налогоплательщиков. То есть, другими словами, вот эта статья в Economist, она очень показательна. Вот она раскрывает хорошо вот эту кухню того, как имитируется экономическая отчетность. Поэтому, собственно, и неудивительно, что в последнее время нам постоянно говорят о том, что в России там феноменальные какие-то показатели. И Путин это цитировал, там, значит, да и везде это звучит о том, что у них там все растет, надувается, значит, и расширяется. Природа этого роста абсолютно та же. То есть это просто манипуляции с отчетностью. В этой связи важно вспомнить о небольшой такой... Да, при этом, что интересно, в этой же статье Economist говорится, что сегодня каждую 10-ю новую фирму в Польше открывает украинец. Вот вам, пожалуйста, доказательство того, что могут делать люди, когда у них появляются хотя бы малейшие возможности. А у нас количество ФОПов сейчас резко сокращается. Но это тоже как бы... Тут к бизнесу это мало имеет отношения. Это просто схлопывание самого объема, так сказать, экономической деятельности. В этой связи важно вспомнить о том, что опять зазвучали вот эти слова о том, что Украина не будет с Нового года заниматься транзитом российского газа. Вот сам факт того, что упоминается отдельно везде российского газа, уже наводит на мысль, что они собираются и дальше транзитом с газа заниматься, но этот газ просто будет называться по-другому. То есть и мы знаем как, он, скорее всего, будет называться азербайджанским. То есть с нами снова играют вот в эту темную игру. Власть ничего не извлекает, никаких уроков из всего этого прошлого. У них просто нет выбора, они в тупике, понятно. Их возможности ограничены.
А зарабатывать надо, так сказать. Ты сидишь на этих креслах ограниченное время. Следовательно, тебе не до сентиментов. Тебе надо брать, пока есть такая возможность. И они будут дальше выкачивать из этой трубы те деньги, которые смогут выкачать. Но это опять же будет обслуживание интересов России в первую очередь. Обслуживание вот этой смычки, так сказать, российско-европейской, о которой у нас не принято вспоминать. На этой неделе был такой интересный всплеск активности вокруг законов о гражданстве. Закон о гражданстве, там, значит, Зеленский подал проект, он, в общем, принят сейчас в первом чтении Верховной Радой. Вот. Но у него еще, так сказать, долгая судьба впереди. Но сам факт очень забавный, потому что там неожиданно вдруг поднята такая проблема, как значит, предложение любому человеку на земном шаре стать украинцем. Ну, то есть стать гражданином Украины. То есть для этого надо просто будет заполнить на сайте какую-то форму, объявить о своем желании, и независимо от, так сказать, каких-то других показателей, характеристик, там знаний языка или чего там, государства обычно обставляют это все соответствующими условиями получения паспорта. Здесь никаких условий вроде как не будет, то есть просто желание. Все, хочешь, будь украинцем. При этом параллельно идут процессы, связанные с явно откровенной подготовкой к выборам. То есть прошла новость о том, что украинское правительство активно изучает опыт европейский, вот именно выборного законодательства, и в том числе, там подчеркнуто, электронное голосование. И вот если мы соберем эти две новости в один пакет, так сказать, то нам становится понятно, что явно идет какая-то странная игра вокруг того, чтобы устроить следующие выборы, в основном выборами между новыми украинцами. То есть теми, кто получит украинское гражданство, а это значит, они смогут участвовать в выборах, где бы они ни находились, вот, и кем бы они ни были, в принципе. А электронное голосование гарантирует, так сказать, ожидаемый результат. Голосование в онлайне проверено тем же самым Путиным, значит, устроило их это очень хорошо, он гарантировал необходимый результат. Сама модель вот этого голосования, она совершенно мутная, несмотря на всю передовую технологию, которая там задействована. Вот, там нет никакой возможности контролировать это, убедиться в том, что там, значит, что-то не так. Постфактум, да, потом можно это все показать и увидеть, где там это все дело, махинации проходили. Но сейчас очень очевидно просматривается вот этот соблазн власти соединить эти два явления. С одной стороны, объявить мобилизацию за рубежом, значит, украинцев, способных голосовать, и развить вот эту до практического применения систему онлайнового голосования. То есть мне кажется, что здесь явно просматривается стремление найти некий альтернативный способ гарантировать себе позитивный результат. Причем здесь даже не важно, там Зеленский, он может и не принимать участие в следующих выборах, вполне возможно. Есть некие тенденции, которые показывают, что его фигура не устраивает многих партнеров на Западе. Но это не означает, что это придут какие-то новые люди или новые идеи, или там какие-то новые милеи, так сказать, с нашей земли. Нет, это вполне могут оказаться те же люди, только в профиль, так сказать. И поэтому ничего хорошего от этого ожидать не приходится. Единственное, что мы можем подтвердить, судя по всему, это то, что нынешняя власть, она очень озабочена получением вот этих денег, 50 миллиардов обещанных. Они очень хотят досидеть, так сказать, до этого момента, когда деньги уже будут перечислены. Это первое. А второе, им нужен еще какой-то промежуток времени пребывания у власти, чтобы эти деньги освоить. И вот после этого они уже могут спокойно уйти на покой и, так сказать, передать Украину следующему поколению начальства. Чем это все будет завершаться, так сказать, ну, в общем, я думаю, тут
очень очевидные вещи. Закончить сегодня я хочу двумя новостями из Штатов. Значит, во-первых, помните, я не помню, точно я не помню, насколько детально мы обсуждали это, но, по-моему, эта тема всплывала. Я в свое время говорил о том, что, в принципе, нам, вот как людям либертарианского, так сказать, мировоззрения, нам по большому счету все равно, кто побеждает на выборах, тех или иных. То есть мы не видим особенной разницы в том, что политики того или другого окраса приходят к власти. Но мы подтверждали, что, безусловно, приход к власти Трампа был более предпочтителен, чем выигрыш выборов Байдена. И я тогда пытался объяснить это, среди прочего, тем, что демократы очень опасны сейчас в Америке своим стремлением протащить поправку Конституции, которая ликвидирует коллегию выборщиков. То есть они хотят превратить выборы президента в общенародное голосование. И, в общем, эти наши разговоры, они оказались очень, так сказать, точным попаданием. Вот на этой неделе, 16 декабря, была зарегистрирована поправка, которую в Сенате Демократическая партия хочет, значит, обсудить. И суть этой поправки сводится к тому, чтобы ликвидировать коллегию выборщиков и проводить выборы президента всенародным голосованием. То есть одного из, значит, комитетов сенатских, там руководитель, значит, демократ, он прямо говорит, что пришло время выбросить на свалку истории, так сказать, вот этот инструмент 18 столетия, что времена поменялись, вот, что эта система, она лишает права голоса, значит, миллионы американцев, что они голосуют за одного, а побеждает другой, и что и они, конечно, напоминают, что на последних вот выборах регулярно, значит, общее количество голосов было в пользу демократов. Правда, по-моему, кроме последних выборов, где Трампу все-таки удалось переломить эту тенденцию, и он выиграл и абсолютное количество голосов. Но, тем не менее, демократы однозначно заинтересованы вот в этой трансформации. И мы видим, что здесь эта тенденция, она очень опасна, потому что она разрушает федеральную систему Соединенных Штатов, она уничтожает право голоса, по сути, множество мелких штатов. Дело выбора президента становится делом нескольких крупных штатов, а там доминируют демократы, и они, по сути, делают все для того, чтобы, по сути, закрепить за собой, так сказать, этот пост. То есть президентский пост будет принадлежать демократической партии. Ну, а любой слом вот этой вот федеральной системы в Соединенных Штатах, он будет означать очередную победу государства, очередной наезд, так сказать, государственной бюрократии на те свободы, которые гарантированы Конституцией Соединенных Штатов и тем устройством, которое было заложено в свое время, где Конституция была как инструмент сдерживания монархической власти, так сказать. То есть, выступая против британской монархии, они все-таки заложили в свои механизмы какие-то более-менее здоровые решения. Вот демократы явно идут, так сказать, с войной на все это дело, и угрозы этому очень серьезны. Поэтому, безусловно, то, что Трамп победил, это играет на руку не только Соединенным Штатам, но и всему миру. А вторая новость тоже касается решения Байдена. Байден, значит, по-тихому защитил компании Pfizer и Moderna от каких-то преследований, связанных со смертями от ковида, от вакцинации против ковида. Причем эта защита будет действовать до 2029 года. То есть они надеются, что к этому времени это все уже, тема эта рассосется, а тема эта стоит очень остро реально, потому что в Штатах сейчас не проходит и недели, чтобы не появлялись какие-то новые свидетельства того, что люди имели тяжелейшие последствия после вакцинации. То есть научные статьи выходят, где анализируются эти статистика, более-менее уже открыта, и она показывает печальные результаты. Во многих странах мира ведется тоже такое же
такая же кампания по разоблачению всего этого. То есть в одних только Штатах там больше десятка тысяч, значит, исков ожидают своего рассмотрения, связанных именно или со смертями, или, значит, с тяжелыми последствиями для здоровья после вакцинации. И вот тот факт, что Байден закрыл эту тему, так сказать, он очень красноречив. То есть он многое говорит о том, что такое была эта афера, значит, с ковидом, как в ней были заинтересованы и задействованы американские власти, вот, и что навести порядок там, в принципе, еще, я так понимаю, довольно долго не удастся. Но, тем не менее, у Трампа, при Трампе, так сказать, есть надежда на то, что мы узнаем больше о том, что происходило вот в тот период. И, возможно, те люди, которые должны понести ответственность, эту ответственность понесут в той или иной форме. Ну, в принципе, на этом я хотел бы сегодня завершить свой обзор. Ну, тут с Pfizer и Moderna на самом деле все не так просто, потому что они вкладывали деньги в предвыборную кампанию одного и второго всегда. Особенно Pfizer, они же всегда дают деньги и тем, и другим. И не надо забывать, что все-таки Трамп первый закупил у Pfizer вакцины еще до их разработки. Он фьючерсной сделкой заплатил вперед. И там же в этом отчете тоже интересно, когда они то, что делал Трамп во время ковида, они говорили, что это хорошо, хотя это был бред. А потом то, что делал Байден, это плохо. Ну, то есть там это свои политические игры, хотя люди умирали и продолжают умирать от всех этих вакцин. По сути, я хочу сделать вот одно уточнение. По сути, в период вот ковида не сколько Трамп отличался какой-то здоровой политикой, сколько отдельные республиканские штаты занимали очень здоровую позицию. Вот это важно отметить, что губернаторы и республиканцы в нескольких штатах смогли отстоять все-таки более-менее здоровую позицию и пошли против политики Вашингтона. Ну и там была травля против целых штатов. Ну, просто я с этим столкнулся, когда рассказывали американцы, что вот эти дурные реднеки, от них все беды, и вообще это они почти всех позаражали, и вообще это все страшно. В общем, кошмар. Ну, мы тоже тут пережили определенную травлю, хотя не так, конечно, как в Америке. Хотя тут теперь, конечно, можем ходить и говорить, ну что, помогла вам ваша вакцина? Ну, лучше бы занимались другими делами. Кстати, с ФОПами упоминать, тут интересная история, потому что в начале года у нас ФОПы открываются, а потом в конце года закрываются. Потому что когда вырабатывается лимит, обычно закрываются ненужные ФОПы. Поэтому мы можем, оптимист может говорить, что у нас ФОПов больше, но он берет данные за начало года. А пессимист может говорить, что у нас ФОПы закрываются и берет данные на конец года. Но эта ситуация у нас постоянная. Поэтому... Но предпринимательство это не имеет ни малейшего. Да, ФОП открылся, ФОП закрылся. Поэтому это такой критерий. Это манипуляции с налогами и не более того. Ну да, это способ просто каким-то образом оптимизировать налоги, уйти от этого грабежа так, как только можно. Вот. А ФОПы, которые работают постоянно, их как было такое вот ядро, оно все время одно и то же, вот уже кучу лет. Безусловно, да. Поэтому тут это. Я ФОП недавно узнал, что я ФОП уже 15 лет, поэтому как-то... У меня тоже уже какой-то запредельный штат. Да, я удивился просто. Открыл свой метод. Поздравляю, вы ФОП 15 лет. Ну, спасибо. С 2003-го. О, я вспомнил. С 2003 я с 2009-го, поэтому... Я ФОП. Да, так что... Мы как ветераны ФОПовского движения можем разговаривать на эту тему. Кстати, после того, как взломались базы данных, разговоры о голосовании онлайн даже среди оптимистов, диджитализации, к которым я себя тоже отношу, закончились. На сегодняшний день вопрос в защите данных и насколько серьезно. Потому что то, о чем говорили постоянно, что нужно защищать данные, заниматься распределенными системами, этим никто не занимался. И вот бегали, стучали, но никому это было неинтересно. Но, может быть, наконец сейчас это каким-то образом... Ну, мы же знаем нашего вице-премьера по цифровой трансформации, да?
который говорил, что сильно преувеличен вопрос киберзащиты. Это сильно Да, преувеличено. это крылатая фраза, да, да. То есть, когда СММщик начинает заниматься цифровизацией, оно как-то так и заканчивается обычно. Ну что, ну еще хочется, вопрос есть у нас. А. Два вопроса есть у нас в чате, поэтому я их сейчас задам. Ну, перед этим просто интересно, что вот Маск же сказал, что альтернатива для Германии — это будущее Германии. Ну, они, конечно, полные козлы и выступают против Украины, но у них есть две вещи, о которых они говорят. Три. Первое, о том, что Евросоюз задушил всю автопромышленность Германии своими дурацкими директивами. И с ними трудно с этим не согласиться. Да, это абсолютно верно. Второе, то, что Германия должна выйти из Евросоюза. Ну и третье, классическое, хватит кормить нахлебников. И это правильно, потому что у меня тут есть табличка. Всего лишь 9 стран Евросоюза положительно, то есть больше фактически субсидируют все остальные страны. Все остальные, да. Потому что все остальные Евросоюз страны... это очень дорогой проект, который существует не благодаря естественным каким-то процессам, а просто благодаря подкупу, покупке. То есть это покупается вещь. И это не может долго держаться. Понятное дело, что деньги рано или поздно кончаются. Да, больше всего Германия, там 25,6 Да. миллиарда. Немцы основные спонсоры и заинтересованные лица. Ну, то есть Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Ирландия всех кормят, а все остальные получают оттуда С удовольствием деньги. получают. Да. Поэтому вот этот вопрос реформирования Евросоюза, скорее всего, он и будет. И весь Евросоюз будет состоять, собственно, из Германии, Франции, Италии, с Нидерландами. Ну и северными странами. Они вполне могут объединиться в какое-нибудь федеративное государство или там конфедеративное государство. И поэтому... Потому что они же ставят на повестку дня унификацию налогообложения, там, банковских процентов, этих ставок и так далее, а это признаки унифицированной экономики. То есть здесь трудно вписать это в нынешнюю модель Евросоюза. Ну и мы же помним, что Нобелевская премия в свое время была получена за принципы, как объединять страны в одни, а потом все похлопали, сказали, что мы Европейский Союз будем создавать именно по этим принципам. Нобелевских лауреатов, все шумные люди, а потом на них наплевали, растерли и пошли заниматься совсем другими делами. И поэтому, кстати, вопрос. А сохранится ли Шенгенская зона? Как вы думаете, Сергей? Спрашивает нас в чате. Ну, вот кстати, если Евросоюз распадется... Да, она трещит по швам, и мне кажется, что ей недолго. Ну, дело в том, что уже сам факт того, что нам надо будет скоро платить вот эти 7 евро или там сколько за въезд. Вот. Сам факт того, что у Германии, у Голландии, там еще у кого-то стоят уже пограничники, по сути, которые проверяют, значит, потоки туристов и въезжающих, выезжающих. Мне кажется, что эта шенгенская зона, она просто постепенно, тихо превратится в некий такой легкий режим контроля. То есть он будет, обязательно будет. Да, в общем, шенгенская зона ведь и не есть отказом. Ведь в чем же суть идеи? Идея заключается в том, чтобы Европейский Союз или там любая страна признавала право человека на свободное перемещение. То есть на выбор места там или пребывания. А ведь этого-то нет. Европейский Союз не признает никакого свободного права. Он просто разрешает некие, так сказать, процедуры. То есть он облегчает некую процедуру. И причем очень ограниченному кругу лиц. То есть нет, это изначально не является тем, под каким соусом это нам хотят продать. А так как наезд на права неизбежен в ближайшее время в связи с кризисом вот этих всех государств, национальных государств, то я думаю, что шенгенская зона будет, скорее всего, может и сохранить название, но она будет выглядеть такой легкой формой полицейского контроля. Еще один вопрос, ну это такой уже. Сергей, а вы больше пользуетесь американским английским или международным английским?
Британский. С большим Британский. британский. Я работал в датской компании одно время, и там был парень, который британец, он мне говорит: а где вы учились английскому? Я говорю: ну, я как бы учил его не из книги, я учил его из жизни, просто, так сказать, было надо. Вот. А где вы, говорит, это были? Я говорю: я в Уэльсе больше время провел. А, говорит, ну, понятно, вы звучите вот как валиец. Ну, в общем, я не знаю, насколько это серьезно, может, он пошутил, но вот у меня, так сказать, база у меня оттуда. Я сегодня интересную статью прочитал. Пособие, ну там статья о том, как получить визу английскую. Она написана на языке английском. Вот когда его читаешь, понимаешь, что он написан на языке, там, вот Линтон Квейзи Джонсон сразу, знаете, такой ямайский какой-то. Там вообще такое ощущение, что негры писали для негров, причем без всяких правил английского языка. Очень смешной такой текст оказался. Ну и понять его таким не людям непривычным не получится. Ну, наверное, может, это pitch English или какой-то, я не знаю. В общем, написан он явно не на английском языке, но с большим количеством английских слов, по крайней мере. Понятие язык сегодня очень во многом относительное, условное. То есть, ну, британцы знают, там в каждой деревне свой язык. Но в принципе, да, вот люди разговаривают как бы на каких-то говорах, так сказать, которые очень отдаленно напоминают тот литературный или там какой-то BBC-шный английский, который нам более-менее знаком. Ну, если бы не было BBC-шного английского, мы бы их совсем не понимали. Нам бы было сложнее. Вот я, например, польский я изучал тоже на слух. Вот польский язык я изучал по радио. Радио, первая программа и третья программа. У меня радиоприемник был всегда настроен на Варшаву. И я утром вставал, я включал радиоприемник, и у меня целый день звучал польский язык. И я польский учил именно на слух. И теперь дошло до того, что я, допустим, читаю, то для того, чтобы понять прочитанный текст, мне надо про себя произнести слово правильно. Когда я его произношу, я сразу его понимаю. То есть, а вот сходу увидеть и понять иногда бывает сложно. И вот специфика, так сказать, постижения языка. Ну что, будем сегодня тогда заканчивать. Спасибо большое, Сергей. Спасибо всех, кто с нами был. Не забудь, кто не подписался, подписывайтесь обязательно на наш канал. И с Сергеем мы встретимся уже после Нового года и, наверное, уже даже после Старого Рождества. Теперь же у нас Рождество по новому стилю, Рождество по старому стилю. Всем желающим праздновать именно так, как им это нравится. Ну, а завтра утром в 11 утра мы встречаемся с Владимиром Золотаревым. Все, кто знает, все, кто собирается. Так что завтра утром вы меня увидите и готовьте вопросы, потому что с Владимиром Золотаревым тоже, наверное, не увидимся после этого 2 недели. Поэтому спешите задать все вопросы, которые вы не успели задать в течение года. Все, всем спасибо, и на этом будем заканчивать сегодня эфир. Счастливо. Всем спасибо всем и до внимания. встречи. Пока.